Всем привет, меня зовут Максим, и вы на канале Moto Maximus. Друзья, сегодня меняем подшипники рулевой. Вот на этом мотоцикле, напомню, это мой Yamaha XT1200Z Super Tenere, мотоцикл 2011 года выпуска. Меняем, потому что появился дискомфорт в управлении, появилось такое легкое закусывание. Намеки легкие были еще в прошлом году, но этим летом уже они стали чувствительные. И я принял решение все-таки залезть туда, но не просто с ревизией, а сразу уже заменить подшипники, потому что 100% это они. Меняем, потому что появилось закусывание, меняем, потому что пробег на сегодняшний день уже 78 тысяч, и просто потому что уже на улице холодно, кататься я перестал, соответственно, пришло время готовить, как говорится, сани летом, а мотик готовить зимой. По поводу подшипников, значит, подшипники я заказал на Мегазипе. Они мне, кстати, прислали такую кайфовую футболочку брендовую. Спасибо им большое. Значит, подшипники я решил брать оригинальные. Я считаю, что если оригинальные подшипники отходили на нем уже 78 тысяч, а вот этот комплект еще 78 отходит, наверное, меня это устроит. Зато я не буду гадать, те я купил, не те. В общем, купил на Мегазипе, показываю крупным планом. Один подшипник чуть-чуть больше, другой подшипник чуть-чуть меньше. Соответственно, какой-то вниз, какой-то наверх. Я уже не помню по номенклатуре какой куда. Но мы сейчас разберем, все будет понятно. Соответственно, разбираю сейчас полностью здесь все лишнее, снимаю руль, снимаю колесо, снимаю перья вилки. И будем разбирать траверсу, раскручивать ее, открывать подшипники, смотреть, что с ними. Ни разу туда не лазил, сейчас залезем, все узнаем. Так что поехали разбирать. Передок у нас разгружен, соответственно, мы можем спокойно теперь работать с вилкой, с колесом, все это разбирать, снимать. Так, суппорта подвесили, открутили их. И теперь снимаем переднее колесо. Все лето думал о мотоподъемнике, признаюсь вам честно. Но что-то пока что я не смог на него раскошелиться, рука не поднялась. Потому что с подъемником, я думаю, мне ковыряться с мотоциклом станет намного легче. И вот, собственно, зачем я снимал крыло. Во-первых, потому что оно будет мешать нам снимать перья на мотоцикле. А во-вторых, у меня здесь вот такое крыло дополнительное. И вот оно у меня здесь треснуло. Треснуло уже давным-давно. Видать, я где-то на кочке зацепился этим нарощенным крылом и дало трещину здесь. Поэтому пока буду делать рулевую, пока снял крыло, заодно здесь зашью пластик, чтобы трещина дальше не пошла. Сняли колесо, сняли крыло, и вот у нас здесь доступ к нижней траверсе. И на нижней траверсе у нас здесь такое крепление. На нем висит сигнал оригинальный заводской, и висят шланги. Шланги тормозные и провод датчика АБС. Соответственно, отсюда мы его откручиваем. Вот тут два болта. Откручиваем, снимаем, потому что оно нам будет мешать потом в дальнейшем снимать траверсу. В принципе, оно вниз опускается, и все. Отпустив все болты на нижней и верхней траверсе, легким движением руки снимаем одно перо. И второе перо снимаем. Оп, побежала. Шустрая какая. Опа. Что я могу сказать, друзья? Я могу даже сказать, что даже поздновато я сюда залез. Вот сейчас я все разобрал. Убрал оба пера, и у меня траверса просто, и я вращаю, и закусывание, я не знаю, на камере, конечно, я не передам, смотрите, она прям щелкает, она прям там набита конкретная, видать, раковина, и в таком состоянии, конечно, мне рулевая моя совсем не нравится. Поэтому все вовремя, друзья, все вовремя. Я думаю, если бы я еще затянул на год, то, возможно, были бы у меня где-нибудь в пути проблемы с этим. Поэтому все надо делать своевременно. Пробуем открутить гайку центральную. Центральная, которая закручивает, собственно, как раз у нас рулевую. Сейчас я чуть-чуть до упора. Эх, ничего себе! Как ее открутить? Гайка не откручивалась с завода. Есть у меня один вороток, против которого не должна устоять эта гайка. Потому что никто ее никогда не откручивал. Никто, это, соответственно, никто сюда больше, кроме меня, и не лазил. Так, давай, родная. И пошла. Хорошо затянуто. Первый раз я здесь разобрал, залез. Гайка, и под ней нету никакого ни
не знаю, ни гровера, ни шайбы, ничего нету, просто гайка и все. Вот эта верхняя гайка держит только траверзу, а соответственно сама рулевая, вон там внутри другие гайки, кольца, там все в мазуте. Сейчас я это дело все вымою и буду откручивать вот эти вот фельдеперсовые. Вот тут видите такое стопорное колечко, которое не дает рулевой раскрутиться. Сейчас мы это все дело будем аккуратненько мыть, в бензинчике разбирать. Как тебя прикрепить? Стой. Так, вот тут какой-то, наверное, фельдепер. А, нет, тут смотрите, она вон рукой откручивается вообще. Тут вот какое-то потом идет уплотнительное кольцо. Вот смотрите, шло стопорное кольцо, гайка. Потом резиновое вот такое уплотнительное кольцо. Ну вот есть у меня ключ, кстати. Друзья, вот этот ключ, это, по-моему, сыжа у меня ключ, вот этот вот. Он служил для того, чтобы подтягивать амортизаторы. Ну, видите как? Все новое, хорошо забытое старое. Вот он, я его не выбрасываю, храню. Вот, пожалуйста, им зацепился и провернул гайку. Так, ну давайте раскручивать. Момент истины. Так, а гайки, кстати, легкие, такие алюминиевые, судя по всему. Идет вот такое вот колечко. Слушайте, вот это все бы потом... Все, у меня траверс начала проваливаться вниз. Мы ее сейчас будем доставать. Так. Не падает? Нет, не падает. Побежал я вниз ее ловить. Поймал, достал. Так, ну начнем с того, что мне говорили, что здесь шариковые подшипники стоят с завода, умники. А они здесь не шариковые, они здесь роликовые. И прошу вас обратить внимание, они и снизу роликовые, и сверху роликовые. Такое ощущение, что они одинаковые. И они тут, блин, запрессованы. И запрессованы они здесь капитально. Как я это буду снимать, я еще пока что не знаю. Но начало положено, я все разобрал. Как говаривал один мой знакомый патологоанатом, вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия. Шучу, конечно. В общем, разобрал я все. Верхний вот этот вот стаканчик гладенький. Никаких у него нету ни зазубрин, ничего. Все четко, все было смазано. Кстати, за 10 лет смазка никуда не ушла отсюда. Хотя могла. Но тут стоят сверху, снизу резиновые пыльники. Все нормально. А вот с нижним подшипником не все так шикарно, как с верхним. Вот, я не знаю, вот даже на камере, наверное, видно, видите? Это вот места, все, это все маленькие зазубрины. И вот здесь они рукой еще еле-еле как-то прочувствуются. А вот здесь вот выше, вот если такую на внешнюю часть палец я ставлю, там уже прям прощупываются такие нехорошие вмятины. Судя по всему, они вот как раз таки и давали вот это вот закусывание. Ну, оно в принципе и логично, потому что все удары принимает на себя переднее колесо, и большая нагрузка идет вот на этот, на нижний подшипник. Изучив досконально, что здесь происходит, я понимаю, что мне нужно выбивать нижний стаканчик вот этот вот подшипника и верхний. Специального никакого съемника у меня нету, но есть вот такая длинная насадка на ключи. Она как раз четко по длине мне подходит, упирается в край нижней вот этой обоймы. Вот, я вспомнил, обойма это называется. И мы вот таким вот методом потихонечку простукивания. Насколько я понимаю, самое главное выбивать ее равномерно по кругу, чтобы она не пошла наперекос и не испоганила нам посадочное место. Ну, я чувствую, как она выходит. Идет довольно-таки легко. Упала. И вот вы видите уже, да? Вы видите, вон выработка. Видны такие полоски. И вот эти вот полоски, они ощущаются уже, когда ты внутри пальцем вводишь, они ощущаются, они такие, как зазубринки небольшие. Соответственно, это вот те самые роликовые подшипники здесь это набили. Вот, это нижняя обойма. Сейчас будем снимать таким же путем верхнюю, но только уже не так это все будет удобно, потому что придется лезть вниз. Я, если честно, как-то себе это представлял более все тяжело. Знаете как, глаза боятся, а руки делают. Вот сейчас не хватает мне, конечно, подмастерья, который бы смотрел на то, что там происходит. Провода немного мешают. И вот, кстати, еще в чем минус. В 4-ю грань ты не можешь здесь ударить, никак подлезть. Потому что там уже рама.
Но, тем не менее, тоже не боги горшки обжигают, как говорится. Вот смотрите, вот это вот нижняя, да, как на ней набиты вот эти вот все, не знаю, видно вам, нет? Да, вроде видно. Вот как набиты вот эти все полоски. А вот верхняя, она гладенькая, смотрите, у нее нет никаких проблем. Поэтому, когда у вас появляются закусывания руля, вам в первую очередь стоит понимать, что, скорее всего, это нижний подшипник. Выяснилось, что вот здесь вот, где обойма подшипника забивается, небольшие такие срезы на металле, как углубления здесь и напротив здесь. Соответственно, вот если вы смотрите, вот здесь и здесь. И такие же углубления есть внизу, там. Не знаю, видно вам. Вот, видите, срез. Вот один срез. И там напротив пальцем прощупывается другой. Они, собственно, для чего сделаны? Для того, чтобы когда вы выбивали отсюда обойму, вы сюда вставляли как отвертку или какой-то специальный вот такой вот инструмент, чтобы он втыкался в обойму подшипника и его легче было выбить. Но по факту, повторюсь, я без проблем выбил вот этим вот своим удлинителем воротка. Он четко как раз упирался, вот он круглый, упирался четко в обойму и ее выбивал без всяких проблем. Но, в принципе, теперь я буду знать, и вы будете знать о том, что есть здесь специальные технологические срезы. Так, ну что, если вот с верхним подшипником у нас все легко и просто, обойму мы вот эту выбили, этот подшипник с вала снялся легко, то вот с нижним подшипником, который как раз-таки у нас уставший, у нас, вот видите, не все так легко складывается. Пытаюсь снять обойму, но видите, за счет того, что она каленая, она колется, а тут нету никакого места, чтобы ее поддеть и сковырнуть. Соответственно, здесь она запрессована, тоже ничего не смогу сделать. Поэтому принимаю решение сделать вот здесь вот такие вот продольные надпилы небольшие тут, и потом аккуратненько тюкнуть зубильцем, чтобы все это дело просто раскололась на две части и отвалилась. Так, чтобы я не попортил посадочное место, скажем так, старым проверенным дедовским способом попробуем решить эту проблему. И я заранее попрошу не кидать меня всякими ссаными тряпками по поводу того, что я вот тут сейчас пилю эту обойму. Ну, другого способа, как снять отсюда, я не знаю. Возможно, есть какой-то вариант, там, нагреть или остудить, подержать там на огне или в холодильнике. В общем, не знаю я, как по-другому сделать, а этот вариант кажется мне приемлемым. Не говорю, что это правильно, просто показываю, как я выхожу из этой ситуации. Похоже, так легко она мне не сдастся. Так, в общем, сделал я пропил еще глубже с двух сторон. И вот беру биту вот такую, попробую сейчас ей. Уже, мне кажется, тут чуть-чуть осталось совсем мне. Есть. Пошла трещина, и я могу снять обоймочку, которая очень плотно здесь сидела. Все, готово. Ну вот, видите, таким вот дедовским способом сделал два надреза. И вот расколол ее, она чуть-чуть дала там буквально микрон утолщения, и я ее снял. Сейчас здесь все помою, почищу. И будем готовиться к запрессовыванию нового подшипника сюда. Так, ну и теперь после того, как все подшипники, все обоймы я снял, мы можем теперь сравнить, что мне прислал Мегазип по моему заказу, сравнить с тем, что стояло у меня с завода. У меня уникальный случай. Мотоцикл купил я в салоне Yamaha, распаковал его, прям при мне его из коробочки распаковали. И 10 лет я им владею и точно знаю, что туда никто не лазил, никто ничего не менял. Соответственно, те подшипники, которые мы с вами сегодня сняли, эти подшипники стояли с завода. Значит, читаем здесь фирма Koyo, Japan. И идет у него HI Cap. И, значит, идет 320 на 28J. Это подшипник, который стоял у меня наверху. Сравниваем с тем, что мне пришло. Koyo High Cap. Все то же самое. 320 на 28J. Все. Идеальные подшипники, полностью идентичные. Made in Japan тот. Соответственно, верхний подшипник копия. Такой же мне прислали. Вот напомню,
вот он и пришел в такой коробочке. Это подшипник, который стоял внизу. Причем, интересно, видите, верхний в большей коробке, нижний в меньшей. Но это, наверное, для маркетинга, для удобства распознавания на полке. И теперь смотрим, что у меня стояло. У меня внизу стоял подшипник завода Japan NN. NTN фирма и модель 4T SR 0643, если не ошибаюсь. Здесь идет уже Japan, если здесь Japan NN, здесь почему-то Japan AL. Ну, возможно, это какой-то завод. Значит, также идет фирма NTN внизу и моделька 4T SR 0643. Все то же самое, все то же самое. А когда мы смотрим на этот подшипник снизу, у него здесь идет вот такая вот резиновая такая, как она, прокладка, пыльник. У нее идет 0643 в конце, модификация L. Ну, я не знаю, что это значит, вот, но когда я распрессовал, разломал вот этот вот нижний подшипник, я увидел, что здесь, в принципе, в конце идет 643 без L. Ну, интересно. Но с другой стороны, вот на этой вот резинке поломанной L-ка есть. Ну, в общем, могу говорить о том, что эти подшипники тоже идентичны и пришли тем, что стояли с завода на моей Ямахе. Именно то, что поставили на него японцы. Соответственно, идеально все пришло то, что и должно на нем стоять. Поэтому спокойно, аккуратненько ставим. Сейчас найдем оправочки, чтобы все это запрессовать. Ну и все, ставим, собираем. Не боги горшки обжигают. Сейчас все сделаем. Так, ну что, переходим к самому интересному. К установке нижнего подшипника, который у нас с трудом снимался. Я думаю, садиться он будет точно так же с трудом. Как оправку буду использовать срезанную вот эту вот обойму подшипника. Правда, она у нас чуть раскололась, но я думаю, позволит она нам посадить подшипник. Тугенько прям очень тугенько, но садится. Чуть шустрее стал садиться. Все, звук пошел звонкий. Значит, нам уже сажать ее больше некуда. Она дошла до куда надо. Уперлась там. И теперь сидит на своем месте. Ну, довольно-таки плотно она садилась. Но все, видите, подшипник на своем месте. Пыльничек, как и положено, как и был. Все красиво. Можно теперь собирать все это дело дальше. Но предварительно, перед тем, как мы установим это туда, к траверсу, теперь нам нужно установить стаканы на место. Этот у нас пойдет вниз, а другой стакан пойдет у нас наверх. Теперь наша задача ее поставить вот сюда, эту обойму, забить ее брызгой МВДшечкой. Не знаю зачем, но мне почему-то кажется, что так будет проще. Как оправку будем использовать такую же штуковину от старого подшипника, от предыдущего, старую обоймочку. Ну и потихонечку простукиваем. Оп! Ну и пытаемся смотреть, чтобы она равномерно садилась. Без перекосов. Вообще, конечно, хочется порою в свои видео для полноценной картинки вставлять все, что я говорю. Но у меня как бы культурный же канал. Я надеюсь, вы понимаете, что не всегда все идет идеально. И порой, чтобы что-то куда-то забить, крепкое словцо применяется. Очень легко и просто понять, когда вы посадили обойму на место, у вас вначале звук идет глухой, а потом резко звонкий. Раз звонкий, значит металл уперся в металл, и дальше уже забивать не нужно, просто по кругу простучать, понять, везде ли такой звук.
не стало ли у вас что-то наперекосяк. Ну, в принципе, тут и вот по верхней кромочке видно, что все стало так, как и должно было стать. Следующий этап. Теперь нам нужно забить туда обойму от нижнего подшипника. Это будет немножечко сложнее. Так, ну да, тут, конечно, доступ, ребята, я вам хочу сказать, очень и очень неинтересный. Да, кровушки сейчас он у меня попьет. Этот нижний стаканчик. Но пошла. И пошла хорошо. Да, все-таки вот эти шланги тормозные. Если полезете сюда и будете работать с этой нижней обоймой, сразу их убирайте. Без них намного проще. Палец я себе точно сегодня прибью. Ну все, почти на месте. Так, ну да, попотеть пришлось, потому что малость неудобно. Сейчас, стоя на коленях, в очередной раз я подумал о подъемнике для мотоцикла. Так, ну теперь ставим обратно, сразу, пока не забыли. Вот эту вот прикручиваем крепежечку. Какой молодец тот, кто придумал вот эти вот накидные ключи с трещоткой. Как он нам, мотоциклистам, жизнь облегчил. Я надеюсь, ему дали за это премию. Так, ну что, нижняя обойма на месте. Здесь все на месте. Соответственно, у нас вот это вот сюда вот так все уже вставляется. Вот так раз. И все, уже оно крутится на своем месте. Там сверху у нас тоже все стоит. И нам теперь достаточно одеть вот эту вот штуковину. И все, и у нас все будет работать, насколько я понимаю. Но перед тем, как все это мы будем собирать, надо много-много литола. Много литола. Так, приступаем к смазке наших подшипничков. Мажем мы литолом. Ну, можно, наверное, каким-то фирменным мазать. У меня обычный литол. Самый, что ни на есть, обыкновенный. И надо понимание, чтобы было, что литола много не бывает. Поэтому вот я прям вот сюда вот так его задавлю. Объясню почему. Это все станет в руль. Со временем будет нагреваться от разных температур. Что-то будет вытекать, выходить. Соответственно, вот этот вот запас, грубо говоря, стратегический, который я здесь делаю, он со временем весь спустится от жары, от температуры, от вибрации. Он весь потихонечку спустится на мой подшипник и заместит тот литол, который под таким же воздействием из мотоцикла выйдет. И точнее из подшипника. Опять же, экономить не будем. Сейчас мы еще и обоймы помажем, которые у нас в самом мотоцикле. Прям сразу вот сюда мы надавим. Вот так вот сейчас размажем здесь это дело, чтобы у нас здесь все сразу было смазано. Перед тем, как засунуть нашу траверсу, ставим вот эту вот заглушечку резиновую снизу. У нее есть здесь дырочки, я так понимаю, для того, чтобы влага выходила, если вдруг она туда когда-то попадет. Здесь я все обильно смазал. И начинаем установку снизу. Засовываем все это дело в рулевую нашу. Все мы смазали обильно, хорошо, напомню. Так, сейчас я сразу здесь придержу. Нет, так не получится. Эх, подмастерья бы мне какого-нибудь. Так, ну все. Низ мы поставили. Здесь все смазано. И закидываем сюда верхнюю обойму. Ставим ее на ее штатное место. Так, самое главное теперь не перепутать. Кто там помнит, как было? Что, зачем собиралось у нас по порядку? Ну, если, дай бог памяти, у нас шла в начале вот эта вот шайба, кольцо вот это, оно ложилось прямиком на подшипник.
Потом шел вот этот пыльник большой, металлический. Вот так он. И пошли вот эти две гайки алюминиевые, между которыми идет резиновая прокладка. Или как она, или шайба резиновая. Я не знаю для чего, почему резиновая. Мне почему-то видится, что они должны вплотную друг к другу быть прикручены. Но заводу Yamaha виднее. Там все-таки инженеры, а я профан. От руки затягиваем. Все, она уже никуда не девается. Ну и вот просто даже я затянул, уже совсем другие ощущения. Вы помните, когда я всю ее разобрал, и она без нагрузки рукой ее, она такая уже тык-тык-тык-тык-тык, вся рывками была. Уже было понятно, что и трындец. Сейчас же она просто вообще как на первом свидании, в общем. Как будто все в первый раз. Так, ну и будем собирать. Я думаю, гайка тут не принципиально. Какая куда, мы потом все равно их будем подтягивать. Вот, соответственно, затягиваем тут от руки, так, чтобы у нас рулевая вращалась, но плотненько вращалась, потому что все равно подшипники дают усадку. Я говорю, ключ не родной соскакивает, но при условии, что это ключ от мотоцикла ИШ. Но вот, кстати, вторую гайку перетягивать не вариант, потому что она начинает сживать ту самую резиновую прокладку, которую мы поставили. Вообще, получается, должен быть люфт, и люфт существенный. Ее нельзя затягивать, получается, верхнюю. Потом же там еще стоит вот такой стопор. Я думаю, тут все дело в нем. Решающую роль играет он в раскручивании. Получается, вторая гайка вообще, она тут подтягивается исключительно так, от руки. Просто чтобы совместить зубья вот эти вот прорези. И вот, ну, вот как-то так получается. И все без фанатизма. Ну вот, я сделал тугенько, так плотненько. Но опять же, это сейчас без нагрузки. Когда я нагружу, у меня будет мощнейший рычаг в руках в виде руля. Она будет крутиться намного легче. Поэтому даже можно, я думаю, не стесняться и подтянуть чуточку сильнее. Так, ну по сути все. Две гайки, между ними резинка, резиновое кольцо уплотнительное. Вот этот стопорный элемент. И что, все, алга, можно ставить вот эту вот верхнюю траверсу, верхушку можно, по сути, вот раз, и все, и готово. И вот от нее гаечка, напомню, она вот тут вот так вот просто, добрый вечер. Вот эти вот, чтобы перья стали четко, соответственно, я ее пока затягивать не буду, просто наживил, а когда вставлю перья вилки, уже ее затянул. Соответственно, затяжку подшипников мы регулируем вот теми двумя гайками, а это просто гайка крепит у нас верхнюю траверсу, в которой зажимаются перья и на которой висит замок зажигания, ну и руль, соответственно, здесь висит. Ну все, в принципе, пока все, можно переходить к чему? Переходить к нашим перышкам. Откроем их, посмотрим состояние маслица, я уверен, оно уже хорошо походило, и, наверное, мы его заменим. Так, ну, собственно, пока у нас вилка в снятом состоянии, мы сейчас ее откроем, сольем масло, которое там. Если мне не изменяет память, там залито масло с 2014 года. Поэтому мы сейчас аккуратненько сольем. Во-первых, интересно, сколько его там, не испарилось ли оно куда. А во-вторых, больше всего интересно, какое состояние масла. Мы сейчас его увидим. Я думаю, его однозначно пора менять. О, да, оно черное, как ночь. Ну да, вилка, по сути, прошла немало на этом масле. И оно прям черное, грязнючее. Если не ошибаюсь, в вилке здесь почти 500 миллилитров. 498 или что-то такое. Ну, так оно и есть. Вот у меня фляга на 500 миллилитров. Вот уже 400, и теперь еще будет стекать, пока все не стечет. У меня здесь было залито масло Матюль с вязкостью 10В. В принципе, я много лет на нем отъездил, с тех пор, как я заменил сальники. Напомню, мне в 2014 году потекли родные сальники, я поставил АТР-1 с двумя маслосъемными бортиками, и вот тогда залил масло, и получается, все это время на нем ездил.
Все меня устраивает, поэтому я ничего изобретать не буду. У меня есть канистра такого же матюля, матюль 10В. Он еще купленный очень и очень давно, в 2019 году. Как работала вилка, повторюсь, меня устраивала, поэтому сейчас солью со второй. И что? И будем заливать чистенькое. И будем ездить дальше на матюле. Ну вот, смотрите, какой она. Черная, как ночь. Грязнючая, вспененная. Вон там внизу какой-то осадок. Ну, соответственно, это выработка какая-то от втулок, которые внутри вилки ходят. Ну, пора было масло уже менять. Давно, если честно. Это все моя лень. Ездит, не хочу лезть. Я, кстати, натыкался на видеообзоры на YouTube, где ребята, чтобы сменить масло в вилке, что-то там с ней колдовали, разбирали ее всю, какими-то стяжками там ее стягивали, что-то мудрили. Не знаю вообще для чего и зачем это все, если можно, по сути, просто открутить, вот так вот, просто ее раскрутить, раскрыть, все с нее слить и залить новое. По сути, и все. Когда меняете сальники, да, там вам придется попотеть, придется ее разобрать. Прикрепим. Скрепит там уплотнительное кольцо резиновое. О, все, стравила давление вилка. Можно снимать ее. Так, мы сливаем с правой. Смотрим, что у нас здесь. Но я думаю, картина будет похожая. Картина маслом. Тоже черная. Грязнючая. Но они работали-то в паре. Ничего другого здесь и не стоило ожидать. Вообще, конечно, в идеале, если вот прям по фэншую, то это вилку всю разобрать, потому что вот эта вот вся мазута, которая там в масле, она осталась на стенках. Она вся не стекла по-любому. И в идеале, конечно, вилочку бы сейчас разобрать, всю ее помыть и потом собрать. Но не думаю, что это сильно прям повлияет на ее долговечность. Поэтому у нас урезанная версия замена масла в вилке. Делим сейчас пополам свежее маслице и заливаем его в вилку. Потихонечку, чтобы не разлить. А так, по сути, ничего сверхъестественного. Оставите маленькую леечку и аккуратненько туда это все дело заливаете. Сейчас масло там зальется во все каналы, во все пазухи. Мы его потом несколько раз прокачаем перед тем, как закрутить, и будем собирать. Оно там что-то булькает. Куда-то там оно попадает. Оп. Сильно низко нельзя опускать, потому что можно его расплескать. Наживлю пока, потом закручу полностью. Ну, четко 500, и еще там вон граммулечка осталась. Также ставим и вперед. И можно собирать. Затягивать ее нет никакого смысла. Прям до усрачки. Она 100% у вас никуда не денется и не открутится. Поэтому легким движением руки хоп. И я думаю, этого вполне достаточно. Одно перо. И второе перо. Вот и все. По сути, и весь процесс замены масла в вилке. Повторюсь, видел видео, где вокруг этого всего возводится такой серьезный какой-то антураж. Рассказывается, что это очень сложно.
Ничего тут сложного нету. Открутили, залили новое масло, ездите дальше, кайфуйте. В идеале, конечно, разобрать, все помыть. Но я не вижу смысла разбирать вилку, которая не течет. Когда потечет сальник, тогда вы так или иначе все равно полезете менять все. Пока этого не произошло, сменили быстренько маслица и алга. Так что ставим вилку на место и собираем мотоцикл, приводим его в прежний первозданный вид. Обратно перья я установил, отцентровал их осью, через которую крепится колесо, и затянул центральную гайку здесь на верхней траверсе. Соответственно, здесь все собрано, вращается довольно-таки плотненько, все хорошо, но в любом случае через 1000, через 2, после того, как я покатаюсь, подтяну крепления, потому что они 100% подшипники сядут, и нужно будет их еще раз подтянуть. А вот переднее колесо я ставить не буду, спешить не буду. Объясню почему. Каждый раз, когда я бортирую колеса, переднее, заднее, допустим, вот задний диск, когда с него снимаешь резину и проворачиваешь его в станке, у него нету вообще никакого биения, он ровненький, все идеальный. А вот передний диск, у него небольшое вот такое вот биение, небольшая восьмерочка, ну не восьмерка, это громко сказано, небольшое биение, в общем, у него появилось. Я решил, раз у меня пока что я занялся передком, занялся рулевым управлением, занялся вилкой. Я хочу привести в порядок и свое колесо для того, чтобы максимально положительные эмоции у меня были после этого вот вмешательства, и чтобы управлялся мотоцикл просто идеально. В общем, хочу я привести диск в порядок, и для этого мне нужен помощник, а точнее мне нужен человек, который это сделает, потому что сам я этим заниматься не хочу. Есть у меня на примете одна мастерская, сейчас мы туда поедем, отвезем колесо и посмотрим, смогут ли они привести его в чувство и сделать его ровненьким, как струна. Ну, таким, каким он, собственно, и был изначально. Поэтому везу колесо туда, а мотоцикл пока пускай еще постоит. Так, будем ставить руль. Напомню, у меня руль с проставками. Заказывал я их еще давным-давно у Шмидта, или Шмиет, как он правильно называется, с Москвы парень. Здесь у меня на руле вот такая планка дополнительная установлена. Это чистая самоделка. Мне как-то один момент захотелось некоторые энергопотребители, которые у меня есть, вывести их на тумблера, в нужный момент включать это все или выключать. Кстати, когда снимал руль, вот здесь вот сделал метки на руле и на зажиме, чтобы выставить именно в том положении, в котором руль у меня был. И ничего, никакого, чтобы дискомфорта мне не появилось, и мне не пришлось потом заново ловить положение руля, которое меня устраивает. Так, переднее крыло я суровой вот такой вот цыганской сваркой подремонтировал. Впаял сюда 3 скобы, ну, чтобы дальше трещина не пошла. Более существенный ремонт я не вижу смысла ему делать, поэтому просто ставим его на место. Да, сынок, что? Заходи, крыло ставлю. Давай, давай. Заходи, сын, давай, будешь помогать. Тут мошки немного. Ну вот я катался. Раз мошки есть, значит мотоцикл не стоит, значит он ездит. Значит все клево. Когда мошек долго нет, то это плохо. Это значит никуда не ездишь. Так, ну что, у меня новости, друзья. Все-таки хорошо обслуживать мотоцикл комплексно. Все, соответственно, попутно протягиваю. И вот теперь я вам говорю о том, что хочу отвести диск передний для того, чтобы его выровняли, устранили биение. И сняв его, я обнаруживаю очень и очень неприятный момент. Вот эти самые покрышки Mitas E07+, которые я не сильно, скажем так, вам нахваливал, они мне не понравились. Сезон 21 года я катался на них. И вот сейчас я на них обнаружил 2 большие и 3 маленькие шишки. Вот показываю вам их крупным планом. Напомню, эти колеса я одел в начале 2021 года, сезона 2021 года. За это время я стер одно заднее, и вот сейчас стоит второе, которое я обул в Санкт-Петербурге, когда возвращался домой с севера. Получается, это колесо прошло порядка 14-13 тысяч километров, и оно вздулось. Вот вам, друзья, и Mitas E07+, все-таки чуйка меня никогда не подводила.
Я однозначно эту покрышку уже снимаю и ставить ее не буду. Да, я ловил на этой покрышке однозначно ямы, но извините меня, во-первых, это грубая шашечная резина, рассчитанная на туринг, и плюс ко всему я всегда ставлю версию Dakar с желтой полосой, это усиленный двойной корд. Такого тут быть не должно. И надо отметить, что покрышка это не старая, выпуском она конец 2020 года, ну, соответственно, это немного для резины, это нормально. Почему она вздулась? Большой-большой вопрос. Возможно, со временем я найду на него ответ, но пока что просто вот вам об этом сообщаю. Те, кто присматривался к E07+, учтите, что она вам вот может подкинуть вот такой вот сюрприз. Так, ну что, колесико я разул. И самое время отдать его мастеру. Мастера зовут тоже Максим, мой тезка. А мастерская у него называется Two Wheels. Два колеса. Максим, привет. Привет, привет. Привез диск. Он в твоем распоряжении. Посмотри, что можно с ним сделать. В общем, друзья, ставим его на станочек, но он по-любому играет. И, соответственно, вот прошу Максима, чтобы он привел его в порядок, убрал биение, чтобы я мог дальше путешествовать. И еще не одну, и не один десяток тысяч километров мог на нем пройти. В общем, поставили мы диск вот в такое приспособление, у меня его нету. И вот смотрим, вот стрелочка у нас на диске гуляет. Это значит что? Это значит, что он неровный, ну не идеально ровный, скажем так, да? Диск надо равнять. Будем проверять еще на удар. Посмотрим, если был удар, подровняем, подтянем. Греть ни в коем случае это удовольствие нельзя. И будем снимать тормозные диски, потому как доступ к спицам изнутри. Ну да, идет. они здесь же затягиваются, все правильно, да. И, соответственно, будем пробовать вытягивать все это счастье, ну, чтобы биение было не больше десятки. Соответственно, не больше десятки, ты говоришь, это не больше 10 микрон, правильно? Ну, грубо говоря, да. Это гуляние, как оно так Да, гуляет. сейчас у нас тут порядка, наверное, ну, больше 2 десяток, это точно. Ну, сам понимаешь, дороги были разные, и хорошие, и плохие, поэтому это совершенно нормально. Все, мотоцикл свой надо любить, колесо оставляю, и посмотрим, какой будет результат. Постараюсь в процессе еще к Максиму заскочить, там, завтра-послезавтра, и заснять какие-то детали непосредственно самой работы по исправлению диска. В общем, вы же прекрасно понимаете, что я не могу не быть участником процесса, поэтому я приехал к Максиму смотреть, что здесь происходит. Максим, ну рассказывай, давай, уже разул ты его, раздел, да? Да, какая ситуация? Значит, по тормозным дискам у меня лично к этому, я не то чтобы суеверный человек, но я человек логики. То есть у тормозных дисков, тормозной системы, у колодок есть определенный рисунок во время работы, грубо говоря. То есть колодка набивает себе под свой рисунок тормозной диск и наоборот соответственно. Поэтому при демонтаже тормозных дисков я рекомендую метить лево-право, это как минимум. Ну, это понятно, да. Ну и, соответственно, позицию диска непосредственно на колесе, грубо говоря. То есть я это сделал вот так вот, малярный скотч, метка Понятно. со стороны АБС и там, стрелка, соответственно, на Я понял. этом тоже. И ты, значит, меня ругаешь за то, что спицы были перетянуты, да, Да, говоришь? спицы адски перетянуты, ничего не крутится, пришлось заливать все это ВДшкой, выжидать какое-то время, чтобы это хоть как-то сработало. С виду все, в общем-то, новенькое, с виду все нормальное, по идее, должно крутиться, но не крутится. Все перетянуто. Все понятно, все перетянуто. А как равняешь? Расскажи, чтобы было понимание, Тут, как вытягиваешь диск. Методика на самом деле не хитрая. Ставится на стенд, ставится индикатор часового типа. Все это дело прокручивается, и ты смотришь, понимаешь, куда у тебя идет биение. Соответственно, спицей в противоположную сторону Да, вытягиваешь. либо вытягиваешь, либо отпускаешь. В вашем случае тянуть уже некуда. То есть Я понял. поэтому с одной стороны приходится отпускать, с другой А скажи, удар был все-таки? Есть удар место? есть, он у меня да? также помечен, я пока еще не пойму, как его мне решить. Так, если со стороны борта, отсюда надо будет Сюда. давить. А, я понял. То есть я понял. вдавлен он туда, поэтому я сейчас буду делать какие-то оправки, и прессом буду потихонечку, ну вот локальные Понял, удары. да, вот да, прям видно, видно. Вот она метка Ну это стоит. вот десятки и десятки ям по всяким разным дорогам, но надо отметить, что почти 80 тысяч километров без одного ремонта, я думаю, нормальный показатель для Ямахи, можно смело ставить ей 5. Да, крепкий мотоцикл. Короче, друзья, свои ошибки тоже надо признавать, поэтому небольшое резюме по диску, вот из слов Максима, то, что он мне объяснил. Я не зря поехал к специалисту, потому что сам я профан в этом деле. В общем, суть какая? Да, удар здесь был когда-то, и удар был хороший, немножечко вот этот борт завернуло. Но, по сути, он сильно на кривизну диска не влиял, а вот именно на то, что диск играл, и то, что я обратил внимание, и почему я вообще этим вопросом занялся, суть на самом деле в том, что я каждый год протягиваю спицы и протягиваю их наобум, и, как выяснилось, протягиваю их чересчур сильно.
Поэтому вот в этом моменте нужно быть внимательным. Скорее всего, я их вот за эти годы и утянул не в ту сторону. Но будем надеяться, что сейчас Максим приведет в порядок. Не зря же он мой тезка. Все должно получиться хорошо. А после того, как мы это все установим, я, конечно же, дам вам отзыв, насколько изменилось управление, изменилось ли вообще мое ощущение от колеса. И, наверное, со временем привезу сюда и заднее колесо. Так что имейте в виду. Максим, привет. Ну давай эту радость, отдавай ее мне. Все, ну что, рассказывай, готов По к идее, бою? да. Все, что можно было с ним сделать, сделали. Я думаю, что все будет хорошо. Все, спасибо тебе большое. Расскажу о тебе ребятам, ну и жди новых клиентов. А я поехал бортировать колесо. Все, буду рад. Все, Спасибо. пока, Макс. Давай, удачи. Так, ну, собственно, практически все. Колесо мы, диск выровняли. Я его забортировал, отбалансировал с новыми датчиками давления. Это правильно. Работой мастера я доволен. Диск стал меньше гулять однозначно, практически идеальный. Ну и в принципе я вот эту покрышку уже Capro X обувал на этот диск. И когда в прошлый раз я ее обул, диск потребовал почти 90 граммов грузиков. Сегодня мы одели порядка 25 грамм. Ну, при условии, что это зубастая резина, я считаю это нормально. Уже честно, мне не терпится прикрутить колесо и выехать. Сейчас уже, правда, глубокая ночь, но по прогнозу завтра солнце. Поэтому, друзья, прикручиваю колесо и надеюсь, что завтра я вам прямо вот из первых уст расскажу свои ощущения. Да и, пожалуй, можно будет уже завершить этот наш обзор вот с таким вот большим, нужным и своевременным ТО для моего Yamaha Super Tenere. Поэтому ставлю колесо, жду завтра и едем катать. Так, ну что, друзья, синоптики нас не обманули. Посмотрите, какая погодка сегодня. Я спланировал себе маршрутик такой неплохой выходного дня. Поэтому хочу прямо сейчас с первых минут поехать, попробовать, как же теперь чувствует себя моя рулевая, мое колесо. И, соответственно, сейчас буду делиться с вами впечатлениями. Поехали. Я еще пока не могу вот прям четко сказать, что стало лучше, хуже. Но такое впечатление, что мотоцикл просто стал мягче. Просто он стал мягче и совсем по-другому он рулится. Вообще. Я теперь вспоминаю, что такое Yamaha, друзья. Оказывается, Yamaha, она-то рулится шикарно, плюс ко всему. Ну, что я могу сказать? Вот, ну, проехав тут уже, наверное, пару километров по городу, могу сказать, что я приятно, снова, в очередной раз приятно удивлен своим мотоциклом. И я должен сказать, что у меня определенное дежавю. Дежавю, знаете, какое? Я этот мотоцикл купил 10 лет назад, в конце 2011 года. И тогда, перед тем, как его купить, у меня была возможность пройти тест-драйв. И я, когда на нем поехал, я помню свои ощущения, что для меня было таким непонятным каким-то удивлением, как такая бандура, как вот мотоцикл большой, тяжелый, ты на нем сидишь высоко, как он может так легко рулиться и так мягко управляться. И вот сейчас, друзья, вот это дежавю, вот эти чувства повторяются. Я сейчас от мотоцикла получаю, от управления, вот от переднего колеса, от рулевой, я получаю просто невероятные эмоции. И вот жаль, я не смогу вам показать свое довольное лицо, потому что я полностью в закрытом шлеме. Но тем не менее, я думаю, по голосу все понятно. Ну вот, я его закладываю в повороты. И просто песня. Никаких теперь вот у меня побочных ощущений от передка мотоцикла нету. Признаюсь, они были, и именно поэтому я туда и полез. Давайте мы с вами вернемся обратно в гараж сейчас и подведем общее резюме по этому техническому обслуживанию большому. Завершим это видео и будем думать, чем нам заняться дальше, что нам еще в этом мотоцикле улучшить, перебрать или оснастить. В общем, мы ехали и наконец приехали. Увлекся я тестом своих изменений на мотоцикле и занесло меня вот сюда, на такую вот очень красивую локацию по дороге на Джилусу. Здесь есть вот такой вот красивый съезд. Посмотрите, у меня за спиной туман.
Все ущелье им окутано, безумно красиво. И я решил, что именно здесь давайте мы с вами подведем итог по техобслуживанию моего мотоцикла. Несмотря на то, что большая часть технического видео, конечно, проходит в гараже, но мне кажется, эта локация как нельзя лучше передаст мои ощущения от результата этого ремонта. Заменой подшипников рулевой я доволен. Можно было даже и раньше это сделать. Управление стало идеальным. Наверное, именно таким, каким оно было 10 лет назад. Масло в вилке поменял тоже своевременно. И, наконец-таки, привел в порядок колесо переднее, которое за почти 80 тысяч километров поймало, наверное, 80 тысяч ям, если не больше. Друзья, надеюсь, обзор был своевременным и полезным. Любите свои мотоциклы, обслуживайте их вовремя, устанавливайте на них качественные, а в идеале оригинальные запчасти, ну, лично мое мнение. Ну и, конечно же, друзья, все это делается для того, чтобы наши глаза могли видеть вот такую красоту. Поэтому, друзья, путешествуйте. И всем добра!